С точки зрения имперской стратегии, Траун никогда не был поклонником Звезды Смерти. Когда в тронном зале император присваивал ему звание Гранд-Адмирала, Траун спросил его о назначении этого масштабного проекта и отметил, что отвлечение столь большого количества ресурсов не пойдет на пользу имперскому флоту. Чистский Гранд-Адмирал считал, что не стоит вкладываться в одну громоздкую станцию, которая перемещается от системы к системе, в отличие от кораблей и истребителей, которые могут одновременно рассредоточиться по многим секторам. Палпатин ответил, что вскоре им не понадобится имперское присутствие в каждой системе, поскольку когда Звезда Смерти будет достроена, никто не посмеет выступить против ее мощи. По сути, речь шла о стратегической концепции Уилхофа Таркина, которую тот впервые сформулировал по окончании «Войн клонов». Учитывая поддержку в лице самого Палпатина, многие вышестоящие офицеры имперского флота приняли предложенную им доктрину, суть которой заключалась в том, что сама по себе угроза всегда важнее ее исполнения. Конечно же, целью было создание невиданного доселе оружия огромной разрушительной мощности, боевой станции размером с небольшую луну. Траун считал иначе. По его мнению, лучшим решением для флота были именно звездные истребители, а точнее Сith-защитники. Однако при такой поддержке доктрины Таркина Гранд-Адмирал находился в меньшинстве, когда речь заходила о его предпочтениях и фокусе на истребителях. Но неожиданно у Трауна появился союзник, который выступил за дальнейшее развитие этого проекта. Этим человеком стал никто иной, как Дарт Вейдер, после того, как он лично опробовал Сith-защитник в реальном бою. И сейчас мы расскажем вам о первом опыте Темного Лорда за штурвалом этого истребителя, его ощущениях, а также выводах и замечаниях, сделанных им уже после пилотирования. Для этого мы обратимся к роману Тимоти Зана «Траун. Союзники». В финальной битве против инопланетной расы Грисков во время миссии Трауна и Вейдера на планету Бату лорд Ситхов командовал эскадрильей защитников Трауна. Получив возможность действовать по своему усмотрению, Вейдер попытался довести новый истребитель до предела и поэкспериментировать с теми его функциями, которые, по мнению Гранд-Адмирала, должны были обеспечить ему преимущество перед противником. В первую очередь речь шла о повышенной маневренности, дефлекторных щитах, а также новых оружейных системах. Владыка Вейдер, вы можете начинать подготовку к атаке. Противник уверен, что имеет превосходство над силами Империи. Покажем ему, что он ошибается. Покажем. Эскадрилья защитников. Построиться за мной. Вы поведете свою эскадрилью в третьей волне. Ни щиты, ни ракеты не использовать до особого разрешения. Вас понял. Всем сидам в атаку! Уничтожьте крейсеры! На полной скорости истребители помчались к кораблям Грисков. Темный Лорд пропустил две первые волны и затем повел Сith-защитников следом за ними. После первой атаки, целью которой была проверка тактики Грисков, настало время вступить в бой эскадрилье под командованием Вейдера. Защитники, 4-я эскадрилья Сидов, за мной! Адмирал? Я передаю Сith-защитников под ваше начало, повелитель. Можете действовать на свое усмотрение. В прошлом, подумал Вейдер, он мог бы счесть эти слова бесцеремонными, с завуалированным намеком, что данная часть операции не настолько важна, чтобы Гранд-Адмирал занимался ею лично. Но Темный Повелитель знал, что это не так. Траун просто сообщал Вейдеру, что доверяет ему командование этой частью операции. Крылось ли в этом доверии, которое Чиз выразил повелителю ситхов завуалированное оскорбление, не играло никакой роли. Да, Вейдер и не думал, что его хотели оскорбить. В свое время джедай Энакин, бывший до Вейдера, достаточно изучил стиль и манеру общения Трауна, чтобы понимать, он просто такой, какой есть. Хорошо, адмирал. Сиды отойти. Защитники, щиты включить и двигатели на максимум. Вперед!
Он активировал отражатель и потянул ручку тяги назад до упора. Темному владыке ситхов не подобало ахать от удивления. Будь Вейдер кем-либо иным, он бы ахнул. Джедай, бывший до Вейдера, конечно, отреагировал бы именно так, почувствовав, как его вдавило в спинку кресла. Из всех истребителей только его личный прототип, улучшенный Сидекс-1, обладал таким невероятным балансом скорости и маневренности. Темный лорд, конечно, помнил свои первые ощущения от полетов. Много лет назад. Уже после того, как его облачили в эти черные тяжелые доспехи. В то время костюм жизнеобеспечения вызывал у него жуткий физический и моральный дискомфорт. Однако постепенно Вейдер привык к нему, понимая, что теперь это неотъемлемая часть его новой жизни. Тогда, во время своих первых полетов в новом костюме, втиснутый в кабину истребителя, он, наконец, в полной мере мог контролировать ситуацию. Снизив показания компенсатора инерции до минимума, он ощущал себя так, будто воскрес, восстал из небытия, словно сбросил какой-то груз, что давил на него, освободился от влияния силы тяжести, как и в прошлой жизни. Разве что в те дни он летал без шлема и летного комбинезона. В конце концов, даже претерпев столько лишений, он все равно оставался лучшим пилотом в галактике. Но сейчас Темный Лорд был сосредоточен на предстоящем сражении. Лазерный разряд полетел прямо в него и исчез без каких-либо последствий, кроме кратковременного свечения вокруг дефлекторного щита. И тогда Вейдер понял, что они победили. Всем защитникам в атаку! Уничтожайте орудийные установки! Он сделал глубокий вдох, вслушиваясь в хор подтверждений. Ощущение истребителя, восторг, бремя и удовольствие от командования. Но это были воспоминания джедая, не его. После того, как двум военным кораблям Грисков был нанесен значительный урон, Траун отправил им сообщение, приказывающее немедленно уйти и прекратить свою экспансию в пространство Империи. Битва была выиграна, и Темный Лорд, развернув свой истребитель, направился обратно на Химеру. Пройдя на мостик, он остановился у обзорного иллюминатора, ожидая разговора с Гранд-Адмиралом. Присутствие Трауна за спиной Вейдер почувствовал еще до того, как услышал тихие шаги по мосткам. Все в порядке? В порядке. Как мне передали, вы считаете, что флот должен сосредоточить усилия на постройке малых истребителей? Да, повелитель. Сид-защитник – прекрасная машина. Я поговорю с Императором об этом проекте, но он должен быть более скоростным и нести более тяжелое вооружение. Приборы управления также нужно упростить. Не все имперские пилоты столь талантливы, как ваш капитан Скерис. Или как вы. Отличное замечание. Я передам эти указания на Латальский завод, как только мы вернемся на Корусант. Хорошо. Здесь мы закончили дело? Да, повелитель. Мы закончили. Как показали дальнейшие события, Палпатин все же сфокусировался на проекте «Звезда Смерти», который, как известно, не оправдал возложенных на него ожиданий. Обе боевые станции, считавшиеся неуязвимыми, стали приоритетными целями для повстанцев и были уничтожены. И сейчас остается лишь догадываться, что бы произошло, если бы проект Трауна получил более широкую поддержку Империи. Ну что же, надеемся, вам было интересно узнать, что думал Дарт Вейдер о Сид-защитниках Гранд-Адмирала Трауна.
А потому, если вам понравилась история, тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Именно по вашей активности под видео мы поймем, что такие ролики вам интересны. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.